Привет! Мы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа, и сегодня мы с вами поговорим о пушистой пряже. Будем говорить о мохере, о вспушенной альпайке и о ангоре. В чем разница, чем они похожи и как выбрать пряжу правильно для своего изделия. Ну что, начнем из самой пушистой пряжи, это ангора 80. У меня есть вот такая бобинка, смотрите, какая у нее пушистость повышенная. Это ангора спайки от Риго. Метраж 450, нитка 80% ангоры и 20% ПА, полиакрила. Очень пушистая нитка, очень длинный ворс. Не у всех ангор такой ворс. И ко мне часто приходят, звонят клиенты и просят китайскую норку, но норку мы не продаем. Китайскую я так подбираю слова. Я, в принципе, не очень люблю китайцев в качестве производителей чего-либо, кроме кашемира. С кашемиром они великолепно справляются. Шелк у них тоже есть хороший, но он не то чтобы экспортный, они его внутри хорошо потребляют и производят из него вещи. Вот. А итальянская пряжа, она более привычна по качеству, я знаю, с чем я работаю. Из ангоры чаще всего вы, наверное, слышали ангору Биаджоли Модеста. У Биаджоли Модеста пушистый, стабильный ворс, очень хорошо поднимается. Длина ворса не слишком большая, то есть это не 5-сантиметровое вот такое пушистое облако над головой, такой небольшой ворс, сильный и яркий. Здесь ворс длиннее, сейчас я вам покажу на образце, как это выглядит. У меня тут куча бобин и куча образцов, конечно же. Так, вот он, нашла. Вот такой вот. Вяжем ее в одну нитку. Иногда приходят девчата и говорят, вот сколько мне нужно этой пряжи, я буду вязать двухслойную шапку. Смотрите, двухслойная шапка. Здесь столько ворса будет в двухслойной шапке. То есть это реально будет, не знаю, январь в Сибири, январь-декабрь в Сибири, когда морозы больше 30, потому что иначе вам этой шапке будет жарко. Ангора хорошо держит тепло за счет того, что у нее много ворса. Она создает воздушное такое облачко вокруг нас, воздушную подушку, которая и регулирует температуру. А вот когда будет жарко, вы будете просто потеть. То есть оно терморегулировать не будет у вас создавать кокон, как, допустим, альпака. Когда вы заходите в помещение, вам в альпаке все равно комфортно. Хотя это может быть толстое изделие, оно очень теплое, но оно так умеет. А ангора так не умеет. И давайте сразу разберемся. Ангорка, ангора – это ангорский кролик. Путаница возникает в связи с тем, многие называют ангорку мохер-ангорку. Путаница возникает в связи с тем, что и ангорская коза, и ангорский кролик родом из одной провинции Турции Анкары. И, соответственно, с географическим названием люди иногда путаются. Ангорка – кролики, мягкие, пушистые, вот такие вот ворсистые, форму не держит, резинка никакая, лежит по телу, никакой формы. Ангорская коза – длинный ворс, вот такой вот длинный. На чем вам показать? Вот классический, специально классический мохер взяла, чтобы было понятно. Вот такой пушистый ворс, вяжем шали, платья-паутинки. Пуловеры паутинки, можно вязать толстые свитера, как в 90-х, когда много мохера и пушисто, но, опять же, это очень тепло. Это не про те истории, что ты можешь в этом пуловере на морозе, все, вам будет прям действительно тепло, опять же, воздушная подушка. Мне бабушка когда-то вязала свитер, у него была одна нитка синтетическая для красоты, а вторая домотканый мохер такой тонкий, и все пушистое, все липнет. Такое, где-то ворски отрываются, и он был безумно теплый, и даже она его вязала еще моей маме, и потом я уже, когда поступила в универ, была ужасно холодная зима, и я в этом свитере приезжала на пары, потому что, это вообще кошмар был на остановках стоять, а свитер прям грел, несмотря на годы. Но вот в помещении в нем находиться было невозможно, даже несмотря на то, что в аудиториях было холодно, мне приходилось его снимать, потому что иначе я потела, мне было жарко и некомфортно. То же самое будет происходить с мохером, поэтому надо грамотно подобрать пряжу для своего изделия. Если вам нужно не замерзнуть, то эти пряжи отлично подойдут. Про ангору. Вернусь к ангоре, что еще хочу сказать. Многие виды ангоры очень сильно линяют. Вот помните, в детстве такие шапочки у всех были, наверное, шлемы, которые застегивались или завязывались. Ангоровые варежки
И все это ужасно лезло в лицо. То есть все оставалось в носу, на ресницах, на бровях, все эти ворсинки. Что делать, чтобы так не было? Если ангора склонна к выкатыванию, к тому, чтобы потерять ворс, ее нужно в мокром виде хорошенько щеточкой почесать. Прям просто кровь будет у вас в жилах стыть, столько пуха у вас останется на щеточке. Но это тот пух, который бы выкатался и вылез. Поэтому лучше его потерять сразу, на первом этапе, и не жалеть, чем потом собирать его со всех поверхностей, со своего лица и со всех видов одежды. Поэтому не жалейте, гладьте. Для шапочек просто прекрасно подходит. Чешите, я имела в виду. И для пуловеров можно, но это не те пуловеры, которые можно носить под верхнюю одежду. Почему? Потому что, во-первых, верхняя одежда будет покрываться ворсками. Это неизбежно, потому что у ангорки очень пластичный, нежный ворсочек, похожий на нашу волосинку, который очень легко оттуда достается. Особенно вот есть ворски такие подпушковые, а есть такие остовые волоски. Как раз они нам пушистость дают, видите? И вот этот ворсочек вот такой длины, он гладкий и упругий. И ему вообще не хочется находиться в ниточке, ему хочется пойти заниматься своими делами, куда-нибудь выкататься. Поэтому, если вы хотите что-нибудь типа французской кофточки нежненькой, то это должна быть такая кофточка, которую вы сможете носить на весну, на осень, либо на выход, как говорит наша Лена, в театр пойти. Вот так вот, просто красиво, изысканно и не обременяя все это сверху пуховиком или пальтом. Тогда ангора будет служить вам хорошо. Наверное, вы видели на подиумах ангоровые кофточки. Обратите внимание, что они зачастую, во-первых, у них резинки связаны всегда из мериноса, если вы посмотрите, либо там явно подмотан эластан. Второй нюанс, они зачастую на подкладе, вот как раз для того, чтобы защитить вас, для того, чтобы не было там под мышками трения, чтобы защитить вас от ворска, их сажают на подклад. Вот целая коллекция была с вышитой одеждой из мохера несколько лет, 5 уже, наверное, назад. Из мохера, прошу прощения, из ангоры. И вот там это ярко можно посмотреть. Если вы начнете гуглить мохеровую кофточку с вышивкой, то она вам обязательно попадется. Ангоровую кофточку с вышивкой. Так, потому что уже мысли ускакали на мохер. Мохер. Часто спрашиваете, что такое? Есть кид-мохер, есть супер-кид-мохер, различные виды. Супер-пупер кид-мохер, все это означает только одно, это разная танина ворса. Танина ворса означает, что, ну вот, есть мохер, грубо говоря, он такой толщины, есть кид-мохер, он вот такой толщины, и там еще подвиды кид-мохера вот такой толщины. Но внутри вот этой толщины, там есть же разница, да, там вот, допустим, там, я не знаю, от стальки-то микрон до стальки-то, есть довольно большое поле разбега. И есть, то есть, только он начинает быть мохер кид-мохером, и он уже попадает, да, в пряжу, в кид-мохеры, и все его ждут, думают, что он намного лучше. Разница только в толщине, и это зависит от вашей цели. Вот, например, у Ланагата, у них действительно кид-мохер, он мягкий. Он очень мягкий, и сейчас покажу, что тут нам по составу написали. 25% шелка, 75% кид-мохера. И образец из него выглядит вот так. Это я осенью связала подруге пуловер, она живет в Питере. И мне хотелось подарить ей вещь, погода меняется резко в Питере. И мне хотелось подарить вещь, которую, во-первых, можно с собой взять. Когда климат меняется, когда погодка меняется, можно легко переодеться. И которая будет не обременительна и действительно греть. Поэтому связала такой пуловер. Рукав 3/4. Ушло у меня меньше 3 мотков, а мотки по 25 грамм. Метраж в мотке, сейчас найду, в мотке 112 метров. Вязала пятеркой, ну то есть, соответственно, стройки на горловинке. Вот так вот. Вот так пятерочкой связала. Сезон относили, осень относили эту кофточку, отзывы отличные. И после того, как я рассказала об этом в эфире ВКонтакте, многие девочки, у кого погода такая же, тоже связали себе такие пуловеры и оценили. Во-первых, он очень легкий, во-вторых, он сворачивается там вообще вот в такую маленькую сюсечку, которая помещается в любую сумочку. Можно в маленький пакетик себе завести или какую-нибудь подходящую емкость пакетного вида. В сумке лежит, когда похолодало, достала, одела. Очень удобно. То же самое можно сделать из спушенной альпаки. Спушенную альпаку я вообще трепетно люблю. У меня 2 пуловера из спушенной альпаки, паутинки. Как раз второй я себе вязала, потому что я думала, что осенью я тоже поеду в Питер прошлой. Но как-то не сложилось. Поэтому поедем позже. Но пуловер-то у меня уже есть.
удлиненная пройма рукава, вот такой вот рукавчик. Мне вообще нравится, потому что я всегда задираю рукава. Я даже сейчас сижу, у меня рукав поднят. И мы недавно с девчатами обсуждали. Я говорю, я не понимаю, зачем вязать полный рукав, когда всегда все вот так делают. Говорит, так ты что, так в этом самое удовольствие. И вообще пуловеры лучше смотрятся с длинным рукавом. А я бы поспорила. Я люблю такую длину рукава, и в последнее время именно ее я и вяжу. Я даже вот по кашемировый пуловер подумываю сейчас и думаю, что, наверное, тоже такой укороченный рукавчик сделаю. Про ангору хотела показать вам еще парочку образцов. Вот это я вам показала самую пушистую ангорушку, которая есть в нашем ассортименте. Ангора очень низкорасходная. На шапку нужно от 40 грамм пряжи. Шапка однослойная, и которая бини гладью лежит по голове. Не нужно пытаться из ангоры сделать резинку. Сделать-то ее можно, но толку от нее не будет никакого. Так, вот у меня специально образец. Год назад мы с Женей вязали себе шапки из ангоры. Вот у нее не такой высокий ворс, он покороче, но мы подматывали меринос. Нам нужна была резинка, у меня прям резинка 2х2, прям пружиночка получилась. Но в ущерб это пушистости, потому что подмот, он, конечно, заминает ворс основной нити. Но меня устраивало, мне вот пушистое облако было не надо, я ожидала мягкости и теплости от этой шапки, чего я и получила. Ну и я люблю шапки резинкой, поэтому мне было важно, чтобы она держала форму. Поэтому я подмотала 2 тысячных ниточки. Так что, если резинка нужна, то можно придумать что-то. Так, по мохеру на шелке. Вы меня спрашиваете, мохер на шелке, на полиамиде, на нейлоне, в чем разница, чего выбирать? Во-первых, от цели. Синтетические составляющие в пряже, они в первую очередь служат удешевлению. Но, во-вторых, они прочные, там у них есть какие-то еще плюсы, но для нас это разница в цене. То есть кид-мохер на шелке, он всегда дороже. Но если есть уже, когда ты выбираешь по цвету или уже есть какой-то мохер, а хочется его облагородить, можно подмотать шелк. Вот у меня был вот такая пряжа мохеровая, довольно мягкая. Мохер, спушенный меринос и полиамид. Ну, мне это как-то скучновато, поэтому я взяла вот такую ниточку шелка и подмотала в одну нить сюда. Ну и мне и цвет хотелось чуть-чуть поменять. Вот так получилось. Что добавляется? Во-первых, тактильные ощущения меняются. Шелк, он всегда ощутим. Даже, казалось бы, пряжа же пушистая. Не должно быть большой разницы, не должно чувствоваться, чувствуется. Можно, во-первых, блеск, во-вторых, цвет можно подкорректировать. Ну, я считаю, что шелк везде уместен. Свойства его таковы, что его прям хоть куда можно подматывать, и все будет хорошо. А теперь, так, про мохеры. Мохеры, вот это вот классика мохера. Вот так вот он пушится. Как понять, как мохер будет выглядеть в изделии? Посмотреть на бобину. Видите, это пушистый. Он, в принципе, довольно мягкий для мохера, но, тем не менее, форму он держит. То есть это уже не кид-мохер. Вот это вот тоже пряжа мохер. Ну, это кид-мохер. Даже видно по бобинке, какой он мягонький и нежненький. А во-вторых, у него очень тонкая толщина. Соответственно, ворс распределен очень так тщательно. У него 3500 метров. Такую пряжу хорошо использовать в подмот, когда вам нужно притенить какую-то. Например, она у вас красная, вам слишком ярко, хотите ее сделать чуть-чуть поблагороднее, поспокойнее. Можно примотать черную, серую ниточку, притенить ее. Во-вторых, смягчить. Например, твид смягчить и выровнять. Тоже такая тоненькая ниточка подойдет. Видно ее будет не очень сильно, будет легкая подтоновка, но тактильное ощущение она очень сильно изменяет. И вот такой мохер. Вот это вот прям вообще мохер. Прямо вот от козы матушки. Вот он прям, он и не торчит даже толком, но вот он такой колюченький, по ощущениям. Такая штука хорошо подойдет на верхнюю одежду. Если вам нужен теплый кардиган, теплое пальто, то вот как раз такая пряжа, она будет ноская. У нее большая тонина у ворса, соответственно, она будет меньше стремиться сваляться, скататься, она будет более устойчива к любым воздействиям, и она тоже хорошо будет держать тепло. Плюс вы надеваете ее на что-то, на футболку, на платье, на пуловер, и тактильно то, что у нее более жесткий ворс, вас не будет смущать. Поэтому вот для верхней одежды такую пряжу выбирать можно. Ну, конечно, производители стремятся нас удивить. Есть у нас вот такой вот. 50% мохера. Сейчас найду ниточку. Это мохер. И у него ИПА в основе. Он бывает и с хлопком. Вообще такие штучки совсем бывают. Но самое интересное, что мохер здесь, он, конечно, порезанный.
То есть там такие короткие эти махеринки, которые вплетены в ниточку. Ниточка порезана, получается 2-сантиметровые ниточки вплетены в нить основы. И минус есть, что в процессе вязания такая пряжа будет подсыпать. После 2 стирок у вас это подсыпание, все, что хотела выкрашиться, выкрашится. Но вот она мягонькая. Вот здесь нет вообще жестких никаких вершинок. И это имитация эко-меха, которая красиво смотрится и уже несколько сезонов популярна. Так, ну а теперь что? Мое любимое — вспушенная альпака. Альпака, самое главное, обладает для нас двумя полезными свойствами. Это, во-первых, она гипоаллергенная, а во-вторых, она очень мягонькая. Она мягче, чем кид-мохер. Пушочки у нее нежнее, по длине они примерно сопоставимы. Я вам сейчас покажу просто альпаку. Вот это альпака-шнурок, видите, у нее легкий ворсочек. А вот здесь вот смесовочка. Сейчас буду ниточку показывать. Здесь смесовочка, опять же, от Рига. 28% кид-мохера, 28% альпаки, 27% шелка и 17% ПА. Она в нескольких цветах у нас сейчас есть. Вот такая ниточка. Вот здесь остренькие торчащие ниточки — это мохеринки. А вот эта мяконькая основочка — это альпака. И вот если я вам говорила о том, что в мохере, когда жарко становится, тоже как в сауне становится жарковато, то вот как раз шелк и вспушенная альпака в этом составе будут это все нивелировать. Внутри каждой ворсинки альпаки есть воздушная подушка, которая терморегулирует. То есть она будет держать вашу температуру тела, а не аккумулировать ее, приумножая. То есть вот прям у меня физика сегодня, урок физики. То есть вам внутри вашего пуловера будет та температура, которой вы. То есть 36,6, а не 40 градусов и выше, чтобы вам было жарко и некомфортно. Поэтому такой состав, он как раз на межсезонье очень актуален. Когда ты не знаешь, выходя из дома, что тебя ждет днем, будет ли жарко и будет ли у тебя возможность переодеться, можно связать французскую кофточку, которая тоже она очень легкая, будет до 200 грамм, в зависимости от узора и размера. Это кофточка, легонький пуловер с ажуром на пуговицах, на всякий случай, для тех, кто не знает. Можно связать себе просто паутинку, которую опять же носить с собой, но здесь метраж 450 метров, поэтому она чуть-чуть потолще, но тут уже будем ее вязать 5-6 спицы, в зависимости от ваших предпочтений. Ну и мохер еще, у меня здесь есть такая бобинка, здесь 35 мохера, 35 мериноса и шелка. Здесь вот на срезе, видите, небольшой ворсок. Вот в таком составе она так учесана, так спрядена, что у нее вот такого вот ворса, конечно, не будет, несмотря на то, что в составе есть мохер. И вот 35% шелка, опять же, они легкий блеск дают, глянец нити. Это артикул Регина, его очень много цветов на нашем сайте. Будет как раз терморегулировать, опять же, более комфортно. Из такой пряжи классно связать варежки. Она отлично смотрится в варанах, шапочках. Тоже вполне она такая комфортная, не колющаяся. Ну что, я надеюсь, было интересно. Всем отличного дня, приятного вязания. Остались вопросы, задавайте под этим видео. Пока!